Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор фурнитуры медной и стеклянные бусинки с сайта Алиэкспресс. Все. Покажу я сначала фурнитуру медную. Вот такие колечки медного цвета. Это 10 миллиметров. Я делала украшения с колечками и захотелось мне именно с медной теперь сделать фурнитурой. И вот такие колечки заказала медного цвета. Они плотные, нелегко раскрываются. Вот руками даже тяжело раскрыть. И думаю, если у меня получится сделать именно вот как я делала. Если кто-то не видел вдруг, я оставлю ссылку на это украшение. На этой страничке, конечно, много разных цветов колец и размеров. Если интересно вам, заходите, смотрите. Вот в таких пакетиках приходит. Это шапочки, вот такие, как трехлистники. У меня давно такие шапочки лежат. Я их использую не так часто, но у меня они заканчиваются. Поэтому я еще купила медной фурнитуры. Знаем, всегда мало бывает интересной. И такие тоже всегда можно применить. Бусинка у меня 12 миллиметров. И вот так они смотрятся. Они толстенькие. И так сильно не облегают бусинку. Сама шапочка 7 миллиметров. И в комплекте 50 штук. Не так часто, как я сказала, использую, но использовала. Поэтому мало осталось. Еще подкупила. Это вот такие бусинки проставочные. Я такие уже с бронзовым покупала. Решила и в медном взять, потому что они мне понравились. Здесь такой рисунок красивый. 10 миллиметров и толщина 4 миллиметра. В комплекте 5 штук, но я 2 комплекта взяла, чтобы больше было. Вот такие красивые медные. Проставочные вот такие бусинки медного цвета. Вот в таком пакетике пришли. Здесь 20 штук и интересная форма. Они вот, как видно, вам квадратные. Вот квадратные. Можно даже, сейчас я возьму квадратные бусинки. Между квадратными бусинками, я думаю, если проставить, неплохо будет. Ну, они будут перекручиваться, но ничего страшного. Форма квадратная. Они, видно, что из 2 частей сделаны. И идет шов. Но шов не видно, когда между бусинками будет. Кругленькую бусинку посмотрим. Что-то она на бок. Вот так вот. Видно вам, да? И здесь нужно, наверное, не сразу бусинку ставить, а какую-нибудь маленькую. Или шапочку, скорее всего, надевать. И тогда они будут ровные, да. Проставочные какие-нибудь. Сразу к бусинам они не становятся, так как там шов такой мешается. Ну, а так неплохо смотрятся. Еще одни проставочные бусинки. Такие маленькие-маленькие. Были разные цвета. И бронзовые были, и под серебро. Маленькие. Малышки такие. Но здесь такой рисунок попадают. Сейчас посмотрим. Ну, будут фотографии. Как всегда, я фотографирую крупно. И вы увидите весь рисунок. Вот, видно вам, да? Вот такие малышки. 4 на 5 миллиметров. И в комплекте 100 штук. Хорошенькие. Можно ставить между бусин.
Следующий это тоже шапочка. В таких пакетиках приходят. Тоже маленькие, аккуратненькие. Понравились они мне, хорошие. И сейчас посмотрим, как на бусинки смотрятся. Бусинка у меня маленькая, это 8 миллиметров. Вот так смотрятся. Можно побольше бусинку взять. Маленький можно вот закрывать, если отверстие плохое, некрасивое. И можно закрыть такими бусинками. Такие малюсенькие. 5 миллиметров написано. И можно или 100 штук, или 200 купить. И цвета были разные. Не только медные, и бронзовые, и под серебро. Хорошие. Тоже не помешают. Колечки сейчас открою. На пакетике написано 12. Это значит то, что 12 миллиметров здесь можно поставить камешек. Так как у меня таких много, я вам уже показывала в распаковках каких-то. И такие у меня были кабошончики стеклянные. И 12 вот таких много. И я решила именно медного цвета выбрать колечки. И мне очень понравилось покрытие. 5 штук в комплекте, но здесь была вот эта, по-моему, кривая. Но, знаете, выпрямить можно, я пробовала выпрямить, выпрямляется. Можно размеры увеличить или уменьшить. Вот кривая совсем, но это более-менее. Даже на указательной можно расширить его. Хорошо раздвигается. Вот, смотрите, вот так раздвигается. Но это потом я надеваю на такую деревянную ручку у меня есть, и можно выпрямить. Можно зажать посильнее, вот так, и на пальчик уже будет на маленький, и вот так смотрится. Вот я уже сделала и ношу уже давно, ну, недели 2, как я получила, наверное, эти колечки. И мне покрытие понравилось. Посмотрите, оно еще и лаком сверху покрыто. Ничего не облезло у меня пока. Были такие же и под бронзу. Там и серебряные были, и под золото, и черного цвета были. Вот я бы черного еще купила бы. Но я такие из нержавейки покупала. Помните, да, я показывала. Но здесь 2 разных размера. Вот специально еще выбирала. Здесь 10 миллиметров, здесь 12. И вот такое я еще ношу колечко. Но здесь одинаковые размеры. И они хорошенькие. Выпрямить можно. И 5 штук в комплекте. И вот если интересно вам, посмотрите. Мне понравились. Вот я выпрямила и хожу уже давно. Интересно. Можно здесь любой камешек по цвету подобрать. Я видите, как подобрала? И еще посмотрим вот такие бусинки. Это магазин Жуков. Дело в том, что я сейчас хочу с кулоном делать украшения. Сейчас покажу вам кулон. Вот такие бусинки волнистые. Здесь сколько? 5 таких камней желтого цвета. Так, выбор был большой цветов. И я показывала уже вам такой кулон. Я к нему подбирала бусинки. Вот именно к вот этому желтому камню. Ну и я думаю, неплохо будет, если я еще поставлю вот такие бусинки. Сейчас я покажу, как они смотрятся. Здесь нужны бусинки побольше, и поэтому и смотрится красиво. Они проваливаются в отверстие. Отверстие здесь видно большое. И вот так вот, если зажимается, и она вот так выглядит. Неплохо. 10 штук всего в комплекте и 12 миллиметров бусинка. Не знаю, потемнеют или нет. Это без покрытия металл. Не знаю, как они будут себя вести потом в дальнейшем в украшении.
Ну и начну я с бусин. Бусин я выбирала много разных цветов, так как у меня пришла подвеска интересная. Потом вам покажу ее. И к ней я подбирала цвета, так как у нее там несколько цветов в подвеске. И я с каких только цветов не покупала. И все, что приходило, ничего не подходило по цвету. Поэтому у меня много таких бусин разных. И все равно что-то я подберу к подвеске. Вот здесь видно, вам видно, да? Это два разных цвета. Я сначала один покупала, потом второй. Но они практически одинаковые, но мне нужен был именно тот оттенок. На этой страничке очень много цветов. Это у меня 4 миллиметра рондели. И на ниточке написано 125 бусин. Такая нитка, не короткая. Неплохие бусинки, неплохие. Вот это уже один магазин, это на одной страничке. Сейчас я покажу. Мне очень понравились бусинки. Вот в таких пакетиках и подписано все. Я раньше не покупала такие, это первый раз, но я очень довольна. Мне понравились именно вот эти бусинки. Они круглые. И у них очень красивая огранка. Мелкая-мелкая. И цвет красивый такой, нежный такой, да, вот как видно. Такой аметистовый цвет, светлый. Здесь 50 штук. Я сразу 2 заказала комплекта. Это 6 миллиметров. И такие же мелкие 4 миллиметра. Можно где-то с аметистом их проставить, если, конечно, понадобится такое. Маленькие такие. Или на кисточку к аметистовым. Здесь 100 штук, мелких уже вот 100 штук. И такие же кругленькие, да, желтые. Посмотрите, какие красивые цвета. Будут фотографии, и вы там увидите все поближе. Мне очень понравилась огранка этих бусин. Также я подбирала к этому кулону эти бусины. Ну, я думаю, неплохо, как раз они хорошо и подошли. По цвету подходит, так как я выбирала опять-таки не в одном магазине, в нескольких. Сначала к этому кулону я подбирала вот такой цвет, но это уже не такие круглые, как эти. Это рондели. И видите, цвет такой более яркий, насыщенный. Это, по-моему, один и тот же магазин, так как пакетики подписаны. Но здесь уже яркий цвет. Отличается. И когда получила, я сравнила, что он не подходит. Начала опять искать. Потом вот эти я выписала. И еще вот такие я выписала. Но они мне тоже не понравились. Слишком уж лимонный такой цвет. Так, сейчас я покажу сначала все с одного магазина, так как пакетики подписаны одинаково. Здесь такой нежно-голубой цвет. Рондели 6 на 8 миллиметров. Вот такой цвет. Цвет красивый, мне понравился. Так как я подбирала к кулону, как я вам уже сказала до этого, у меня есть подвеска, с которой я хочу сделать украшение именно вот из стеклянных бусин. А это вот цвет уже потемнее такой, бирюзовый.
Тоже ронделі 6 мм, 50 штук. Здесь много разных магазинов, будут ссылочки на все магазины. Ну и теперь вот это, по-моему, 3 пакетика у меня тоже с одной странички. Здесь покрытие АБ. Такие красивые, желтенькие. Такой цвет, вырви глаз. Но посмотрите, здесь покрытие АБ, они прям сверкают. Ну, конечно, я их не буду использовать все в украшении. Хотя, если кто-то захочет, я и сделаю. Но можно их с какими-нибудь бусинками сочетать, найти к ним компаньона, и будет, я думаю, неплохо. Вот голубые тоже у меня с покрытием АБ. Тоже вот сверкают. Здесь у меня уже размер. Это 6 миллиметров. В пакетиках хорошо подписано. На всех пакетиках. Это 8 миллиметров, а голубые 6 миллиметров. Ну и зеленые. Ну а зеленые у меня без, по-моему, без покрытия АБ. На этой странице можно разные выбрать. Вот такой красивый зеленый цвет. Вот понравился мне тоже зеленый. Все размеры и количество, конечно, будет написано. Качество мне понравилось. Нет таких кривых совсем. Рондели, они все одинаковые. Рондели, да? Вот такой цвет молодой травки. Вот такие бусинки я покупала. И надеюсь, покажу вам украшение, какое у меня получится. Из-за этого кулона пришлось мне столько выписать много бусин разных. И это не все. Еще много лежит у меня разных бусин, именно стеклянных. Но это уже, наверное, в следующей серии покажу. Если вам что-то понравилось, все ссылки у меня под видео, как всегда. Заходите, смотрите, фурнитура неплохая, медная. Пишите комментарии, ставьте мне лайки, мне будет приятно. И не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Я с вами не прощаюсь, до скорых встреч!